Выкройка готова. Значит, смотри, берешь выкройку, болгарку и на улице нарезаешь из листа. Режем диском. Выкройку забыл. Подмастерье на мою голову. Так будет очень долго. Дай сюда, блин! Пошли, средневековье. Сядь вот на место сюда. На тебе кругляк, на тебе напильник. Сделаешь из него квадрат. И чтоб не мешал мне. В дизайне этого нагрудника я вдохновлялся историческими примерами, хотя без претензий на реконструкцию. В целом, доспехи и средневековое вооружение, мифы и легенды служат вдохновением не только для таких мастеров, как я, но и для дизайнеров персонажей в компьютерных играх. Например, как Lost Ark, который, кстати, является спонсором этого видео. Это популярная MMORPG в жанре фэнтези. Здесь в дизайне доспехов однозначно прослеживаются сказочные элементы, но в отличие от оружейников средневековья, разработчики не ограничены физикой реального мира, что позволяет создавать действительно уникальнейшие образы.
Приближается Новый год, и разработчики Lost Ark выпустили обновление, которое добавило в игру новый класс – Паладин. Искусно владея фехтованием и умениями света, этот герой готов во мгновение рассеять фитронийскую тьму на своем пути. Кроме того, в игре проходит новогодний ивент, в котором вы можете отправиться в гости к дедушке Клаусу. Послушные детки получат бафы и подарки, а непослушных понерфят и отберут экспириенс. Переживайте, что на кач до капа придется потратить много времени? Не переживайте, вас ждет обновленная система ускоренной прокачки Акрасия Экспресс, которая позволит увидеть high-level контент как можно скорее. Ссылка на скачивание игры в описании, ну а мы вернемся к нашему нагруднику.
say I'm lazy, you can say I'm weak. You think that using her will get to me, and if you're right then you're in trouble, dude. 'Cause I won't break, no I know I won't wait. You're in trouble, dude. But when it comes to her, you better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it feels. You think that using her will get to me, and if you're right then you're in trouble, deep. 'Cause I will break, no I know I won't wait. You're in trouble, deep.
Ну что ж, кираса готова, и, конечно же, нужно протестировать. Как-то неудобно все тут. Блин. О, идея. Слышь ты, иди сюда. Да, пошли. На, одевай. Ты что, толстый? Ну, вроде нормально. Средневековые воины, когда шли в бой, из которого могли не вернуться живыми, одевали все самое красивое. А ты как раз одет очень красиво. Давай на улицу. Хороший латный доспех часто дополнялся кольчужными элементами. Почему? Да потому что у рыцаря очень много щелей, куда его можно убить. Сейчас вы видите кольчужное ожерелье и кольчужную юбку. В основном это нужно для того, чтобы рыцари не могли убить вот таким образом. Вот, видите, хоть что-то останавливается. Также кольчуга в бедро. Извини, я, кажется, проколол. Ничего страшного. В общем, кольчуга — это доспех, который максимально эластичный, позволяет делать максимальную амплитуду движений, но который совершенно не держит колющие удары. То есть вот сейчас я уже прошел за кольцо кольчуги, ну и в целом, я думаю, нашему подмастерью было бы не очень приятно, если бы мы его прокололи. Но самое главное, что мы должны проверить, это вообще... Да, стань нормально. Вообще, как держит данная кираса ударно-дробящее оружие. Обычный бугуртный шестопер. Средневековые шестоперы очень часто делались на железной палке. Но здесь у нас деревянная, потому как по правилам бугуртного спорта прям настоящие шестоперы запрещены. По понятным причинам. Я не думаю, что шестопер хоть что-то сделает в данной кирасе. Здесь 3 мм каленой стали. Готов? Маленькая коцка, даже не помялась. Нормально? Это двуручный топор. И самая главная проблема, что когда я бью с двух рук, у меня удар не очень точный. И самое главное не попасть... Самое главное попасть в кирасу. Встань сюда. Давайте сюда ударим. Ну что, не больно ж, правильно? А это алебарда. Она еще длиннее, еще тяжелее, чем топор. Поэтому стой и не двигайся. Вообще алебарда уникальное оружие. Она может рубить, она может колоть, и она может также еще и цеплять. Такой себе швейцарский нож, 3 в одном. Класс. Обратите внимание, вот эти вальцовки, в данном случае просто отогнутый край стали, служат для того, чтобы как раз когда мы колем, оружие уезжало в сторону. Это самая важная функция данной части. То же самое происходит с горлом, все уходит в бок, под мышками, ну и в целом и талия тоже. Но это все было не заточенное бугуртное оружие. А что же будет, если ударить настоящим заточенным топором? Сейчас проверим. Вот это заточенный двуручный топор, который имитирует настоящее оружие. Кирасу он не пробьет, я уверен. Но видео сделать надо.
Да куда ты пошел? Кому ты без паспорта нужен? Все, стой. Ой, кормишь его, блин, учишь его. А он сбежать решил. Теперь не убежит. Да не ссы ты. Круги на болгарке ломают один раз. Чё ты орешь? Я же если б промазал, то бошку б тебе срезал. Заточенным-то оружием. Вот и перестраховались. Не по-живому ж человека убить. В общем, кираса хорошо выдерживает любые удары рубящим, дробящим оружием. И в будущем мы проверим ее арбалетами, луками и огнестрелом. Сможет ли выдержать данная кираса 3 плюс 3, то есть 6 миллиметров стали внахлёст, выстрел огнестрельного оружия. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Также напоминаю про лайк, репост, подписку. Ну и огромное спасибо патронам этого канала, которые не только поддерживают меня, но и также спонсируют корм для моего подмастерья. А лайк ставил? Ага. Ставил, да? Да. Хорошо.